Путин проиграл Тейлор Свифт. Журнал Time назвал певицу человеком года. Кроме того, на это место претендовали лидер КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III и кукла Барби. Издание сравнивает Тейлор Свифт с Элвисом Пресли, Бобом Диланом, Полом Маккартни и другими культовыми музыкантами. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Череда загадочных и не очень смертей. В Луганске подорвали так называемых депутатов, а в Подмосковье не стало предателя Киви. І так можемо підтвердити, що Києва все, і така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму. В Сахал обнаружен крупный склад боеприпасов в школе, а ВОЗ предупреждает о вспышках и возможных эпидемиях в секторе Газа. Вчера вечером 50-й батальон обнаружил много стрелкового оружия в районе, где мы сейчас находимся. На складе мы видим сотни противотанковых ракет, а также другое стратегическое оружие, такое как беспилотные летательные аппараты и ракеты дальнего радиуса действия. Мы находимся в самом центре жилого квартала. Рядом с нами находится большой комплекс школ. За Россию воюют не пальцы, а под Авдеевкой продолжаются мясные штурмы. Город постановили взять к прямой линии Путина. Командование выпустило приказ об отправке в штурмовые подразделения военнослужащих со средней тяжестью ранений. 25 ноября вышел очередной указ, чтобы легкие и средние раненые долечивались уже в окопах. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. И это очень помогает продвижению наших роликов. Ну а мы врываемся в новости. В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной Рады, предателя и коллаборанта Ильи Кивы. По информации канала Мэш, тело нашли в снегу на территории парковой зоны отеля Village Country Club. По предварительным данным, он был убит из стрелкового оружия. Кива был депутатом от пророссийской партии, перед вторжением сбежал в Россию. Его объявили в международный розыск позже. В Украине его подозревают в госизмене и призывах к захвату власти. Он был частым гостем на пропагандистских шоу и регулярно лил помой на Украину и ее руководство. Хотя сам ранее даже состоял в правом секторе. Насамперед вітаємо всіх українців, а також добрих людей в усьому вільному світі з Днем Збройних сил України. І так можемо підтвердити, що Києва все, і така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму. Еще одна операция спецслужб Украины. В Луганске взорвался автомобиль, в котором находился так называемый депутат Олег Попов. Взрыв произошел в центре оккупированного города возле стадиона «Авангард». Позже пропагандисты РИА Новости со ссылкой на источники сообщили, Попов погиб. С ним вроде как был и еще один коллаборант. Попов руководил многими российскими так называемыми добробатами и возглавлял незаконное вооруженное формирование, а также убивал украинцев. Машина загорелась. Машина загорелась. Угу. Путин полетел в Арабские Эмираты. Военный преступник, которого разыскивает Международный уголовный суд, снова старается показать, как он ничего не боится и смело путешествует по дружественным странам. Путин летел в Эмираты через Азербайджан и Иран, снова-таки дружественные. А из ОАЭ отправился в Саудовскую Аравию. Путина с марта этого года разыскивает Международный уголовный суд, обвиняет его в незаконных депортациях украинских детей с оккупированных территорий. Эмираты и Саудовская Аравия не признают юрисдикцию суда. За 2 месяца это уже 4-я международная поездка Путина. В октябре он побывал в Кыргызстане и Китае, в ноябре в Казахстане. О чем говорил Путин с шейхами, пока не сообщают. Что сам Путин будет повторять примерно ту же самую историю, которую он уже неоднократно произносил. Россия не прекращает переговоров, Россия готова возобновить переговоры, все проблемы на стороне Украины, но мы видим, что Запад не позволяет Украине производить какие бы то ни было действия, которые могли бы быть направлены на заключение мирного соглашения. При этом реальные все переговоры, с одной стороны, возможно только с Путиным, но с Путиным, очевидно, не начнутся. Потому что Путин – это заключающий этап, завершающий этап.
Путин – это история о том, что уже согласованное до этого на более низких уровнях соглашение должно быть принято. А проблема только в одном. Проблема в том, что ни о каком диалоге речь не идет. И, по сути дела, все предложения Москвы, они сводятся к одному. Практически к капитуляции Украины. Нет, серьезных никаких уступок Кремль по-прежнему делать, очевидно, совершенно не готов. И подталкивая к переговорам, он подталкивает скорее к капитуляции. И надеется на то, что Запад с другой стороны начнет подталкивать Украину примерно к тому же. Гуманитарная ситуация в секторе Газа плачевная, сообщает ВОЗ, и она ухудшается с каждым часом. Израиль усилил бомбардировки в районе городов Хан-Юнис и Рафах. ВОЗ глубоко обеспокоена уязвимостью системы здравоохранения в анклаве, поскольку все больше людей бегут на юг, спасаясь от бомбардировок. Районы Газы, признанные Израилем безопасными, не отвечают основным требованиям проживания, а отсутствие санитарии и жилья создают идеальную почву для развития эпидемий. Это идеальная среда для вспышки заболеваний. Не забывайте, что в данном конкретном случае с Газой Израиль является оккупирующей державой. Именно он должен поставлять еду, воду, медикаменты. Поэтому, учитывая, что речь идет о сотнях тысяч людей, которые прямо сейчас, в эту минуту, куда-то передвигаются, а вчера было 200 бомбардировок, их прекращение в данный момент единственный возможный способ создать в Газе действительно безопасное пространство, которое защитит человеческую жизнь. Власти США, в свою очередь, заявили, Израиль делает недостаточно, чтобы допустить в Газу больше топлива и гуманитарной помощи. Вашингтон активно взаимодействует с правительством страны, чтобы исправить ситуацию. Там не хватает топлива, не хватает продовольствия, не хватает воды. Количество грузовиков, поступающих в настоящее время, около 100 в день. Думаю, вчера их было 100, меньше, чем во время паузы. Их должно быть намного больше. И мы взаимодействуем с израильским правительством, чтобы убедить их разрешить ввоз большего количества грузовиков. Цахал опубликовал видео с хрона боеприпасов, которые нашли в одной из школ на севере Газы. Армия Израиля заявила, что обнаружила один из крупнейших складов с сотнями гранатометов, десятками противотанковых ракет, ракетами дальнего радиуса действия, взрывными устройствами и беспилотниками. Часть оружия уничтожили на месте. Вчера вечером 50-й батальон обнаружил много стрелкового оружия в районе, где мы сейчас находимся. На складе мы видим сотни противотанковых ракет, а также другое стратегическое оружие, такое как беспилотные летательные аппараты и ракеты дальнего радиуса действия. Мы находимся в самом центре жилого квартала. Рядом с нами находится большой комплекс школ. Взять Авдеевку любой ценой к прямой линии Путина. Родственники мобилизованных просят не отправлять их на убой. В распоряжении издания «Важная история» оказалось их обращение к российскому президенту. Родственники военнослужащих просят разобраться с признаками намеренного истребления мобилизованных на Авдеевском направлении. По их данным, в районе этого украинского города в Донецкой области все завалено трупами. Письмо обращения подписали более сотни человек. Массированный штурм города Авдеевка, напомню, идет с 10 октября. Мобилизованные более 10 месяцев проживают в окопах на передовой на расстоянии 700 метров от Авдеевки и постоянно находятся под обстрелами. После начала активной фазы наступления в ноябре командование выпустило приказ об отправке в штурмовые подразделения военнослужащих со средней тяжестью ранений. 25 ноября вышел очередной указ, чтобы легкие и средние раненые долечивались уже в окопах. ДНРовские вообще не жалеют, собирают остатки и опять в штурм. Торопятся, пока украинцы в раздрае гонят к прямой линии Путина и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку и дальше переговоры. Ну а тем временем у Шойгу настолько все хорошо с кадрами, что на войну в Украине вербуют даже в Непале. Полиция страны задержала 10 человек, которых подозревают в вербовке местных граждан в российскую армию. Об этом сообщает Рейтер. МИД Непала на этой неделе заявлял о гибели 6 граждан, которые служили в российской армии, и обратился к России с просьбой вернуть тела погибших и выплатить компенсацию их семьям и прекратить вербовку. На днях украинские паблики публиковали интервью с одним из непальцев, который воевал за Россию и попал в плен к ВСУ.
Я из Непала. Тут всего 1 месяц и 20 дней. Моя виза закончилась, денег не было, и я вступил в армию РФ. Мои родители живут в Непале. Что я могу сказать однозначно? Мне 22 года. Тут очень страшно. Полная деградация и возвращение в СССР. В российских школах запретили пользоваться смартфонами. Ученикам использовать мобильные телефоны нельзя будет, в том числе и в образовательных целях. Единственное исключение – экстренные ситуации. Ну а еще школьникам вводят трудовую повинность. Все по домострою. Девочки должны варить борщи, мальчики орудовать молотками. По словам спикера Госдумы Володина, закон поддержали и родители, и учителя. Как подсчитало издание «Инсайдер», формальная жена Володина с борщевой обязанностью справляется на отлично. И за 10 лет наварила имущество на почти что $1 миллиард рублей. Ну и, конечно, когда речь идет о ребятах, о девочках, надо готовить взрослой жизни. Учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже. Учить держать молоток, либо, пускай это будут какие-то новые технологии, потому что в жизни они пригодятся, надо думать о нашей второй половине, о женах. А какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины? На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получить информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео, ну или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!